вернулась с очередной корейской диеты и спойлер, классными результатами. Я недавно была в Италии, там так красиво, но меня снова разнесло до 70 килограмм. Поэтому я хочу срочно сесть на диету Дженни из Blackpink, чтобы за 3 дня стать иксесочкой. У этой диеты нет конкретного меню и точных правил. Если верить статьям из интернета, Дженни избегает всего соленого, так как соль вызывает отеки. На завтрак у нее цельнозерновые тосты, овсянка или фрукты. На обед она предпочитает салат с авокадо. На ужин, что у нее там было на ужин? Она пьет детокс-соки и ест что-то легкое, сбалансированное, полезное. Получается, что нет каких-либо ограничений, даже можно сладкое, но главное, чтобы все было в меру, полезное и не соленое. Перед диетой я измерю талию и вес, также будем сравнивать визуальную разницу до-после, и, как в прошлом ролике, покажу от веса после каждого дня. Тренироваться, кстати, я не собираюсь. В общем, поехали! Сегодня первый день, на завтрак готовлю тосты из авокадо и вареных яиц. Думаю, диета Дженни будет легкой, так как рацион мне привычен. Обычно я тоже не добавляю в еду соль, люблю салаты и на ужин предпочитаю тофу или курочку с овощами. Стараюсь, чтобы 70% моего питания было сбалансированным, остальные 30% это хот-пот, корейское барбекю, молотаны и сладости. Как-нибудь, кстати, вместе с вами приготовим пару безумно вкусных азиатских блюд. На обед будет овощной салат с вареной курицей. Раньше я не смогла бы такое съесть, овощи казались чем-то скучным и невкусным. Да и в принципе у меня были ужасные пищевые привычки. Я переедала, что ж, было тяжело дышать. Каждый раз обещала себе завтра сесть на диету, но срывалась и снова ела в больших количествах. Следовало правилу, что нужно наесться сегодня, ведь завтра я точно начну худеть. И так по кругу на протяжении многих лет. Мне казалось, что я никогда не справлюсь с перееданием. Возможно, кто-то из вас меня поймет, потому что знает это чувство отчаяния. Пока ты ешь, ты счастлив, но после начинаешь себя винить за то, что сорвался, переел, за тяжесть в животе и отражение в зеркале. Ну ладно, не будем о грустном, салатик получился вкусным, хоть и низкалорийный соус без сахара оказался не очень, и на вид, и на вкус. Сегодня второй день диеты, от веса вы видели, я просто в шоке. Вроде ожидаемо, потому что на таких быстрых диетах всегда сразу скидываешь много. Это лишняя вода, отеки, но я не была готова к 2 килограммам за один день, потому что на той же диете Айо мне потребовалось 3 дня, чтобы сбросить 2 килограмма, а тут просто первый день и минус 2 килограмма. Я не знаю даже, что сказать, я в восторге, продолжаем дальше. Сегодня день начинаю с тоста, но яйцо уже будет жареным на соусе песто. Это очень вкусно, советую попробовать. Еще добавлю рыбку и авокадо. Я тут прикупила себе много милой азиатской посуды, больше всего нравится чайный набор в виде лягушки. Пить чаек стало в разы атмосфернее. На обед снова салат, но уже с яйцом, рыбой и другим низкокалорийным соусом. Этим летом я поставила себе цель привести внешность в порядок, планирую сбросить качественные 5 килограмм.
поэтому я записалась в зал. Спорт мне дается тяжелее всего, я в этом плане очень ленивая. Легче голодать и сидеть на жестких диетах, чем тренироваться. Ну или коротко, как худеют китаянки. Еще думаю попробовать тарелку сбалансированного питания. С подсчетом калорий я больше не дружу после того, как похудела на 20 килограмм, питаясь на 1000 калорий. Для меня еда становилась просто набором цифр. Я тряслась над каждым граммом, отказывалась ходить в кафешки или есть в гостях, потому что не могла узнать калорийность блюд. В общем, мои летние ролики будут посвящены апгрейду. Мне тут молодой человек подарил игру Bratz, а на ужин просто сок. Точнее, смузи. Сегодня третий день диеты, и я не стала показывать свой вес, потому что его не было. Как бы ни минуса, ни плюса, вес стоит на 67-55 килограммах. Но я не расстраиваюсь, возможно, это какая-то особенность организма, так надо, ему виднее. Или, может, я поела слишком мало, потому что обычно, когда я ем 5-6 раз в день и такими, весомыми порциями, как бы сытными, вес, наоборот, опускается. А стоит поесть на 500 тысяч случайно, я иногда забываю поесть, вот тогда, как бы вес стоит, и иногда может быть привес. Я там отекаю в лице, живот сразу появляется. Поэтому ничего страшного, я просто сегодня поем более сытно, не какой-либо перекус в виде сока или протеинового батончика, а приготовлю онигири с рыбкой, с тунцом или, может, в лососе. Я как раз купила тут большую пачку нори. Будем что-то творить. Перед вами один из вариантов моего любимого завтрака с овсянкой. В другом виде я не могу ее есть, обязательно нужны различные допинги и ягоды. На обед, как и обещала, готовлю онигири. Не побоюсь на диете использовать майонез и соус. Кстати, помимо нори я купила еще парочку корейских продуктов. Очень люблю токбоки и лапшу, а когда это вместе, просто божественно. В Германии можно вообще не готовить, потому что в супермаркетах есть все, что угодно в готовом виде. Достаточно собрать и разогреть. Поэтому я решила воспользоваться этой возможностью, и на ужин у меня салат с курицей и фасолью. Сегодня день взвешивания. Я в шоке от веса, хотя больше от визуальной разницы. Но об этом чуточку позже, сначала о впечатлениях. Диета Дженни чем-то напоминает мне правильное питание. Из всех азиатских диет она самая нетоксичная. Я бы даже сказала, здоровая диета. Ее можно отсидеть намного больше, чем 3 дня. Неделю, 2. Я, может, даже попробую и запишу как-нибудь в этом ролик. На этой диете ты можешь спокойно подстроить рацион под себя, выбрать любимые продукты, любимые блюда. Главное, чтобы это было полезно, не сильно жирно и без соли. Кстати, о похудении давайте уже смотреть результаты. Ну, как вам? Я вешу теперь 67,05 килограмм, это значит минус 2,4 килограмма и минус 4 сантиметра в талии. Я думаю, это классно, даже лучше, чем было с диеты Айо. Не XS-очка, конечно, но надеюсь, к концу лета я буду весить 63-60 килограмм. Хотя мне главное качество тела и объемы. Я хочу уменьшить процент жира, стать более плотной, а не мягкой. Я реально как зефирка. Все-таки то, что я худею с 90 килограмм, дает о себе знать. Я больше, наверное, назвала бы себя skinny fat. В одежде я выгляжу хорошо, можно сказать, даже худенькая, но в белье дряблая, такая жирненькая тушка.
Если вам это знакомо, подписывайтесь на мой канал и давайте меняться вместе. Всем пока!